Теоретически можно купить бэушный караван, автодом, поселиться, как вот они все тут, и жить. Но, наверное, все равно это дорого. Жить вот в таком месте. Как мне сказали, зимы тут нет. Акула? Нет. Буйки? Нет. Не знаю, что это. Очень надеюсь, что вам не шумно. У меня сегодня настроение коротких историй. Одно из самых смешных, что можно придумать, это то, что испанцы, требующие, чтобы ты приходил вовремя, и требующие, чтобы ты... Значит, 3 требования, которые у меня со стороны испанцев выживают дикий просто ор и смех, что называется. Первое, это, конечно, испанцы, которые требуют, чтобы ты пришел вовремя. Вообще в Испании опоздание на 15 минут не считается вообще каким-то событием. То есть, по умолчанию ты можешь прийти на 15 минут позже. Это даже не опоздание. Второе, это когда испанцы требуют соблюдения каких-то законов. Первый шок, который у меня был, когда я попал в Барселону, это то, что в Барселоне все ходят на красный свет, я имею в виду пешеходы. И это своего рода теория разбитых окон. То есть почему, допустим, в Барселоне, не только в Барселоне, в Испании, особенно в туристических местах, повальное воровство. У меня 2 телефона украли. Я слышал историю, как девушки вломились в комнату, соседи. То есть она снимала комнату, и соседи по квартире вломились к ней в комнату. И полиция, соответственно, не сильно торопилась что-то там разыскивать, расследовать и так далее. То есть испанцы, требующие соблюдения правил, для меня нонсенс. Сами они не соблюдают правила по возможности. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что когда тебе, допустим, в каком-то отделении банка отказывают в какой-то услуге, ты идешь в другое отделение того же банка, и тебе могут эту услугу оказать. У меня так было. И не только у меня. То есть это вот прям типовое поведение. Если кто-то вам отказал в Испании в какой-то услуге, попробуйте в том же месте, но с другим человеком, или в другом месте с другим человеком, но в той же организации. В Испании критически важен человеческий фактор. Они, такие вот бюрократы на минималках. И третье, это вообще, конечно, это вот полный нонсенс, когда кто-то в Испании говорит мне, пожалуйста, говори тише. Да, у меня громкий голос. Это не потому, что я кричу на людей. Это потому, что, во-первых, мой отец, будучи преподавателем, говорил дома громко, и для меня его уровень громкости является нормой. Второе, я, будучи сам преподавателем, привык говорить громко, четко, эмоционально, чтобы студент не спал. И, соответственно, в Испании никто не разговаривает, они здесь кричат. Вчера до 3 ночи я не мог уснуть. Почему? Потому что все, что они не хотели делать днем, они делали ночью. То есть они вывозили мусор из подземных баков, а это огромные такие баки. Они мыли потом площадки вокруг этих баков. И с использованием мотопомпы, то есть она дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Потом какие-то чуваки привезли какие-то детали в 3 часа ночи на электросамокате и решили, что им надо на 3 поговорить. И это все слышно,
Не говоря о том, что здесь гоняют на этих самых, на скутерах с пердаками. То есть мотоциклы тут и рокеры хреновые, и дети, гоняющие на питбайках. Ну, то есть шумно тут везде. И люди говорят громко. Люди говорят громко, не затыкаясь. Говорят по телефону, по видеосвязи с каким-нибудь Марокко. Говорят между собой. Самое обычное, что ты можешь увидеть, это электричка, в которой все едут и все говорят. Вот 3 вещи. Быть вовремя, соблюдать правила и нормы и говорить тихо. Это вообще не про Испанию. Ну, это как бы из основного. Можно еще какие-то приводить, но это из основного. Но, тем не менее, испанцы предпочитают требовать соблюдения всех 3. Иногда, когда им это выгодно. Когда это не касается их. Вот, смотрите, какой участочек земли. Нет желающих приобрести, а? Можно вон виллу построить. Прямо напротив моря, а? Подумайте, пока я здесь, могу устроить. Вон, туалет уже готов. Кстати, наверное, это конских денег стоит. Смотрите, стена, есть еще кусок дома. Отреставрировать. Участок-то большой. Можно построить типа, ну как, таунхаусов.